Привет! Это финальный эпизод моего велопутешествия в город Минск на дистанцию более 36 километров, в который я отправился 4 августа 2023 года. Чтобы не спускаться с велосипедом в подземный переход и продолжить путь по проспекту Независимости, я решил переехать улицу Захарова напротив Минского государственного лингвистического университета. Бывший проспект Сталина, потом Ленина, потом Франциска Скорины, а ныне Независимости. Впереди редакция газеты «Вечерний Минск». Я проеду за этим зданием через двор. На специальных встроенных диванах отдыхает молодежь. Тут на возвышенности, кстати, район носит название «Золотая горка», находится Троицкий костел. Через арку дома выезжаю снова на проспект. Слева площадь, названная именем белорусского поэта Якуба Колоса. Справа музыкальная филармония. Через проспект слева бывший институт физкультуры, а ныне оздоровительный комплекс «Олимп». Центральный универмаг Минска, или коротко ЦУМ. В детстве я его застал еще в ином облике с большими стеклянными витринами. Далее по проспекту построено много учебных заведений. Справа Минский радиотехнический колледж, а за ним по улице Петруся-Бровки, также белорусского писателя, расположены корпуса Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, бывшего Минского радиотехнического института, который я заканчивал. А с противоположной стороны проспекта студенческий городок, состоящий из корпусов Белорусского национально-технического университета и его общежитий. Здание с колоннадой, еще довоенная постройка, это Национальная академия наук Беларуси. А это кинотеатр «Октябрь», в строительстве которого принимал участие также мой батя. Слева центральный вход в Белорусскую государственную академию искусств, ранее театральный институт. Пересекаю улицу Федора Сурганова, белорусского подпольщика.
Вечно окрашенная в желтый цвет аркада центрального входа в ботанический сад, которым ведает Национальная академия наук Беларуси. Позади осталась площадь Калинина. Далее справа, за фигурной чугунной оградой, огромная территория парка имени героев-челюскинцев. Из нового в нем – это запрет катания на любых велосипедах, самокатах, только пешие прогулки. Но на его территории в кафе можно выпить пиво. Вот это все территория парка, и это еще его один вход. На возвышенности здания вокзала детской железной дороги, названной так не только потому, что на поезде катаются ребятня, но и потому, что ее обслуживают и даже управляют поездом школьники. Напротив него через проспект корпуса Белорусского государственного аграрно-технического университета. Я же сворачиваю с проспекта Независимости налево и по улице Волгоградской, где я тоже когда-то проживал, возвращаюсь на Логойский тракт, с которого началось это велопутешествие по городу Минску.
Итак, я завершаю мое велопутешествие, проехав более 36 километров и затратив на него ровно 3 часа. Средняя скорость вышла около 12 километров в час. Это немного, так как мне пришлось ехать в городской черте, пересекая множество улиц и прочих препятствий. На этом, пожалуй, все. Благодарю за просмотр. Всем пока.